Есть только я, и мир вне меня, больше ничего нет. И мое «я» телесное ограничено от мира вне меня кожей, который очень тонко чувствует малейшие изменения во внешней среде, оберегает наше тело, кожа, от проникновения мира вне нас. Кожа, граница между телом и миром, граница между пещерой и саванной, город, дома, огороженные забором, кожей. Все в себя, все для себя, все в пещеру, все в город, а внутри закон. Кожный вектор, кожная мера отрывает нас от животного мира ограничительной и запретительной функцией, которой нет у животного. В тот момент, что мы перешли этот Рубикон в человека, кожная мера ограничила два первичных позыва, из которых состоит любой человек. Секс и убийство. То есть жизнь и смерть. Выжить и продолжить себя во время. Больше нету человека. И, конечно, кожная мера на уровне человека тут же, внутри пещеры, запретила убийство и регламентирует сексуальные отношения. С кем можно, а с кем нельзя. Вторичный, конечно, закон мы распространили на пищу. Запрещение по краже внутри пещеры. Весь закон, созданный людьми, все законы. Это мы кожные люди. Мы тонко чувствуем запреты и ограничения. И для себя, и для других. Вор – это кожное. Закон – это тоже кожное. Мы всюду имеем обратную связь. Как можно установить закон, если я не ощущаю против чего? Я устанавливаю закон, ограничивающий меня, а потом проецирую его на стаю. Я ограничиваю свою сексуальность, свою жажду наживы, свое желание к мелкой покраже, а потом проецирую на стаю. Создаю закон. Я развиваюсь на самоограничении, самодисциплине, ограничивая себя. И тогда я способен создать закон. Я испытываю желание к мелкой покраже. Я ему не следую. Я развиваю себя на самозапрете к мелкой покраже. И развитый на самозапрете к собственному желанию мелкой покраже, я это проецирую на общество. Создаю закон против покраж. Когда это воровство в бизнесе, на налогах, все вот эти штуки, они 100% кожные. Это системы ценностей кожного архетипа в России, где для кожных архетипичных жуликов Библия является 12 стульев и золотой теленок. То есть является сверхценностью не технологии, как на Западе, а дурить кого-то, обманывать, обкручивать. Это не то, чего стесняется, это то, чем хвастается. Когда-то в Советском Союзе нас, кожников, называли спекулянтами и торгашами, а сегодня мы всех остальных называем лохами. Системно-векторная психология – это единственная наука о человеке, которая рассматривает внутренние свойства и внешние. Внутренние проявления и внешние, внутреннее развитие и внешнюю реализацию. И от момента рождения до созревания мы развиваем психическое внутри себя. И все наши врожденные свойства, которые в дальнейшем должны будут обеспечить выполнение нашей видовой роли, реализации себя в группе, в обществе. Они вначале развиваются внутри меня, физически и психически. А после пубертата, это законченный процесс, реализуют свою степень развитости в группе, в обществе или нет. И каждое наше движение развития и реализации в верном направлении дают нам сбалансированную биохимию головного мозга, то есть чувство радости и удовлетворения, либо нет. И природа нам подсказывает: не туда пошел, Вася, тебе плохо, у тебя тоска, у тебя депрессия, у тебя суицидные мысли, плохое настроение, болезнь. Значит, не туда идешь. Когда вы осознаете весь цикл, системно-верная психология, это будет осознание. Вы будете чувствовать, где радость, и получать ее. Чувствовать, где плохо, и не соваться туда. То есть идти своим жизненным путем, по своему вектору, своим, не чужим.